если Ольга Андреевна у нас развивает конкретно английский язык, то я развиваю речь, а родная речь у нас русская, ну, получается русская речь. И свой рассказ, я надеюсь, вы еще не очень устали от этих всех рассказов. Если что, машите, сделаем зарядку. Вот, я начну, поскольку я еще веду УШУ, это китайское искусство, я начну с китайской пословицы. Пословица звучит так. Речь – это не только звучащий выдох. В речах есть то, откуда они исходят. И мне кажется, в этой пословице сконцентрирован весь смысл того, чем я занимаюсь с детьми. И здесь есть некоторые родители, с чьими детьми я уже занималась, они наконец узнают эту сакраментальную тайну, что же мы все-таки делаем. То есть некоторые, это, конечно же, никто из здесь присутствующих, но некоторые не очень просвещенные люди, они думают, что логопед – это тот, кто учит, вчера меня подвозили, тот, кто учит выговаривать там букву «Р» или выговаривать звуки. Но на самом деле это очень маленькая часть логопедии. Выговаривание звуков, конечно, правильно, но даже если мы возьмем там попугая, сделаем ему там операцию на горле и абсолютно правильно научим его проговаривать все звуки, разве мы сможем считать это речью полноценной? Ну, конечно, нет. Вот. И я бы хотела поговорить на чем... то есть я рассматриваю в своих занятиях, поскольку я еще и психолог, речь как такую вершину айсберга, которая строится на здоровье всех психических функций. И, в общем, сейчас я это немножко нарисую, как я себе это представляю. То есть, во-первых, чтобы правильно развилась и вообще возникла речь, нам нужен интеллект. Должен в достаточной мере быть развит мозг, в частности, интеллект, в общем смысле все психические функции. То есть, чтобы запоминать слова, нам нужна хорошая память, чтобы, например, сопоставить какое-то слово с каким-то предметом, нужно нам уметь управлять своим вниманием. И, соответственно, в принципе, то, что мы какой-то предмет или какой-то объект, или тем более какое-то абстрактное понятие обозначаем звуками, это невозможно без развитого мышления. Вот смотрите, например, такое упражнение, стандартное в логопедических книжках вы найдете. Пожалуйста, из 4 слов выберите одно лишнее. Рубашка, штаны, галстук, провод. Вот, пожалуйста, у кого есть версии, какое здесь слово лишнее? Первое – провод, по-моему. Провод, совершенно верно. А теперь подберите слово, которое бы обобщило все то, что у нас осталось. То есть платье, рубашка, галстук. Одежда. Как вы думаете, это упражнение направлено на развитие чего? На самом деле они все пересекаются. С одной стороны, вроде это упражнение на развитие речи. То есть мы подбираем правильное слово «одежда». То есть у нас должен быть словарный запас, мы из него берем слово. Но с другой стороны, это одна из важнейших функций мышления, умение обобщать. И, кстати, дети, например, из младшей группы, они многие это не умеют. То есть им там раскладываешь, например, здесь разные предметы посуды, здесь разная кукольная одежда, и просишь назвать одним словом. Они знают это слово «одежда», но они, то есть это функция мышления, она еще и не развита. Вот. И, соответственно, тут такая интересная вещь получается, что, с одной стороны, интеллект нужен для того, чтобы речь правильно развивалась, а с другой стороны, если не развита речь, не может дальше развиваться интеллект, потому что ребенок не может на соответствующем уровне общаться с преподавателями, с родителями и с теми, кто этот интеллект развивает. Вот. И еще немножко в билингвальность я кину. Цветок. Значит, только сегодня в лекции слушала. В общем, мне как женщина, не буду все рассказывать, всю предысторию, она разговаривает на 7 языках очень хорошо. Она говорит, я когда пытаюсь решить проблему, и она не находит решения, я начинаю проговаривать ее на разных языках. И странным образом она находит решение. И это кажется неочевидным, но это действительно так, потому что, вот, например, в русском языке у нас
словами мы ситуации, абстрактные понятия обозначаем. Например, в японском есть такие слова, которые ну, вообще никак, там, например, есть слово «нацкаши», но это я сейчас не буду пытаться, это переводится как чувство или ощущение, которое возникает, когда ты видишь предмет, который тебе напоминает о давно забытых вещах. В общем, ну, у нас нет аналогов. Или там в каких-нибудь чукотских языках есть много-много слов для обозначения белого цвета, у нас только одно слово. То есть это я к чему все это нагромождение говорю? К тому, что речь, она неразрывно связана с процессом описания мира, с процессом мышления, и, собственно, на занятиях логопедических я это затрагиваю. То есть где-то мы половину времени мы отделяем на разные артикуляционные гимнастики, вот то, что непосредственно связано со звуками, половину времени это разные такие интересные методики, которые затрагивают интеллект, и что они затрагивают еще, сейчас вы узнаете. Коммуникация. Ну, естественно, если я спрошу вас, зачем нам, в принципе, нужна речь, ну, получать информацию о бытовой жизни, чтобы контактировать друг с другом, чтобы фактически речь – это такое средство управления социальной реальностью. То есть в зависимости, ну, я, например, могу магическим образом сейчас сделать, чтобы у меня в руках появился стакан с водой. Вот смотрите. Мой проблема, передайте мне, пожалуйста, стакан с водой. Магия, у меня в руках стакан с водой. Вот. То есть при том, что я ну, не вставала и как бы даже практически ничего жестом не показывала. Вот. Это я к чему? На более сложном уровне. Надо более сложный уровень копать. В общем, смотрите, когда только ко мне ребенок приходит, например, вот не говорящий, особенно из младшей группы, я, естественно, ну, они ничего не говорят. Они там, ну или одно какое-нибудь слово говорят. Мне нужно понять, сможет этот ребенок заговорить, или вот там надо срочно к неврологу, или что-то с ним не так, или, например, ему надо вообще не с артикуляционным аппаратом заниматься, а с чем-то другим. И я у него, естественно, смотрю интеллект, это можно невербальными способами проверить, и я смотрю коммуникацию. То есть может ли этот ребенок, или он пугается и залезает по столу в виде любого там взрослого, или наоборот невозможно просто его там усадить, да, или у него, например, полевое поведение, он вообще не реагирует на взрослого. Ну, я сейчас немножко не только из нашего садика, вообще из своей практики привожу примеры, там, когда полевое поведение, когда он ходит, там все вещи перебирает, бросает, и ты как к нему не обращайся, тут проблема не в самой речи, тут проблема в коммуникации. То есть, что он, например, не видит человека. И там у меня вот был мальчик, ну это вот опять же в предыдущем садике, где я работала, там с патологией детки были. Он не то, что он знал слова, но, например, у него была нарушена грамматика. То есть ему говоришь: Коля, пойдем спать. Он не любил спать. Он не мог сказать: я не хочу спать. Он говорил: Коля, не хочешь. То есть, и это было не потому, что ему никто не объяснил и не показал, как правильно, а обычно это автоматически дети понимают, а потому что у него было ну, такое нарушение личности, которое включало, что он не совсем отделял свою личность, скажем так, от окружающего пространства. Или там, ну, много, в общем, у меня было разных интересных случаев, я сейчас им перечислю. Вот. И поэтому, когда, соответственно, мы работаем с речью, одно из важных вещей – это умение поддерживать диалог, умение отвечать на вопросы, умение, соответственно, контактировать. То есть в диалоге у нас частично это непосредственно слова, частично это ну, такой вот живой процесс, который сложно как-то вообще описать словами. Вот. И третья часть, вот смотрите, чтобы речь, вот эта наша верхушка айсберга была
в порядке, нужен хороший, сохранный, здоровый интеллект, нужно, чтобы была коммуникация в порядке. И самое первое, с чего я вообще должна была это все начать, это тело. То есть это, естественно, и первое, что нам приходит на ум, это здоровье артикуляционного аппарата, правильный прикус, там, уздечки, вот это вот все, чтобы ничего не мешало эти звуки произносить. Но, кроме того, вы, если посмотрите любые логопедические методики, например, там очень много есть упражнений на мелкую моторику, ну и на крупную вообще на моторику. Как связана моторика и речь, казалось бы, речь, моторика. Моторика, знаете, что такое? Это движение. Оказывается, что речевая зона и моторная, они находятся друг с другом рядом, и даже если упражнения на моторику проводятся, при этом ничего не произносится, речь у нас активизируется. Вот. И в этом моменте я бы хотела перейти на свою вторую специальность. Я же веду еще УШУ. Не зря я взяла с собой веер. Кто-то, может быть, видел, я один раз даже выступала, кто-нибудь видел? Вы, наверное, называете крупнейшую моторику, да? Это же не крупная. Нет, ну, в смысле, на занятиях логопедических скорее мелкую, ну, там и то есть. А про УШУ, да, сейчас все будет. Там, на самом деле, все хитрее. То есть УШУ это не просто зарядка, как в логопедии, это не просто звуки, УШУ это не просто зарядка. Я свое образование клинического психолога отменить не могу, хоть чем я занимаюсь, хоть УШУ, хоть чем. И, не знаю, вот я во время, когда училась, и после, когда вот я практиковала, вот я про что сейчас расскажу. Значит, вот эти вот все, я примеры привожу, когда детей с патологиями, я их беру откуда? После того, как я отучилась в университете, я работала в инклюзивном садике. В этом садике 70% детей обычные и 30% детей с разными патологиями, там дети с аутизмом, синдромом Дауна, там у нас ДЦПшки были, и некоторые дети, у которых нет конкретной патологии, но у них нарушение поведения. Вот, например, ты его зовешь мыть руки, а он там валяется и кусает преподавателя. Такое тоже бывает. Вот. И я с ними занималась там индивидуально в парах там, с родителями по-разному, в основном в телесном подходе. То есть я и УШУ я вообще занимаюсь с детства, и так просто сложилось, что меня туда пригласили в этот садик, и в общем, я говорю, а вот у меня там УШУ, они такие, да, у нас как раз уходит телесный терапевт, нам нужно, сейчас мы тебя немножко доучим, и будешь у нас вести. В общем, колоссальные результаты давали занятия в специально оборудованном, там полуспортивный, полусенсорный зал, и там именно двигательные занятия, они давали результаты и по нормализации поведения, и по активизации речи у тех детей, которые молчали, ничего не говорили. Вот. И чем больше я этим занималась, тем больше я по-новому открывала свою УШУ, которое я с детства, в общем-то, практикую. И оказалось, что да, все методики там есть для того, чтобы именно развивать внимание, развивать там очень много игр то есть УШУ это не просто последовательность движений, там очень много игр на взаимодействие, на какой-то контакт с партнером, там сразу включается момент соблюдения правил, взаимодействия в группе, командной работы. В общем, на самом деле это такая очень мощная тренировка нервной системы, вообще, я считаю, в первую очередь. То есть я никогда в качестве тренера не растила детей для большого спорта. Всегда занималась вообще традиционным УШУ, и я это воспринимаю вот в большей степени как тренировку нервной системы, такую очень мощную тренировку нервной системы и тренировку еще коммуникации.
То есть там часть занятий проходит более-менее похоже на обычную физкультуру, там, например, какие-то упражнения показываю, они повторяют. Вторая часть — это игры, это очень близко к мягкой школе. Можно еще? Вы еще силы меня слушать? В общем, мягкая школа — это просто очень, тоже методика, основанная на боевых искусствах, но она отличается тем, что там дети занимаются вместе с родителями, как раз вот эту вот фишку используют. Вот. И там все основано на играх. И эти игры, они как раз-таки направлены на то, чтобы ребенок, например, учился справляться с трудностями, учился там, опять же, удерживать внимание. Ну, то есть разные вещи, которые не совсем связаны с физикой, а скорее связаны с поведением, с психикой и с нервной системой. Вот. Поэтому все занимайтесь УШУ. А, да, у меня еще тут пришла идея на новый учебный год, я не знаю, кто захочет, нет. У нас есть 2 раза в неделю занятия обычные УШУ, и еще только это по желанию детей. Я думаю, там, скорее всего, девочки, может быть, хотя, может, и мальчики. Я бы хотела сделать маленькую группу с таким углубленным изучением УШУ, и мы бы там делали какие-то комплексы, вот, которые мы делаем в театре УШУ с оружием. Вот я для этого взяла веер, чтобы вы посмотрели, что это прекрасная возможность для девочек попробовать какие-то движения с веером. Вот у меня много вееров, я их сейчас пущу по кругу, чтобы побежали в руках. Вот. Чувствую, я тоже буду заниматься. Да, кстати, да, мы набираем группу, welcome, пожалуйста, обращайтесь. Вот, соответственно, это вообще такая